Всем привет, друзья! С вами канал Замуж в Индию. Наташа, Парам. Что ты там высматриваешь? Нормально? Доволен? Доволен? Соскучился за моей едой, да? Скажи, а как я соскучилась, друзья? Очень вкусно. Садись, Парам, я разогрею. В общем, друзья, все хорошо, путешествие понравилось в целом, но в плане питания это, конечно, было ужасно. Иногда нет завтрака, иногда нет обеда. Все-таки вот я люблю, когда режим питания соблюдается. Первые 5 дней у меня сильно болело горло, мне в принципе не хотелось есть, но если бы я была дома, я бы нашла, что можно съесть с больным горлом. Потом, в принципе, нечего было есть, но невкусная какая-то еда. Котлетки куриные приготовила. Сколько ты будешь? 2 котлетки. Парам, ну на все разогрею. Будем отъедаться. Будем отъедаться. А, кстати, друзья, я ж, кстати, в тунике в новой. Это Парам мне выбрал за 200 рупий. Помните, я вам говорила, 3 я купила, то есть это вторая. Очень красивый цвет и всего 200 рупий. Обалденно смотрится. Если еще шарфик сюда надеть. Может, немножко великовато, или... Ну, в принципе, они так и должны быть свободны. Так, дальше еще вам показываю, что я наготовила. Салат оливье, друзья, приготовила. Но это я обожаю салат оливье. Ребята тоже будут кушать, но это как бы не их любимое блюдо. Дал приготовил, дал. Ой, сейчас неудобно. Это Парам обожает. Я уже научилась очень вкусно готовить. Это дал, чечевичная похлебка. Рис, суп еще приготовила куриный. Парам, зрители постоянно спрашивают, почему ты в кепке, а? Почему за столом в кепке, а? Ну почему? Объясни зрителям. Постоянно забывает снимать кепку, то есть она уже у него, как, знаете, как часть тела. А вообще начинал Парам носить кепку, ну, когда облысел, и как-то уже привык, то есть постоянно в кепке. Когда он бреется, когда он первый день только как побреет волосы, то есть у него же не полностью лысая голова, тогда он ходит без кепки, то есть он знает, что у него там все идеально, ну а когда там где-то что-то торчит, он старается это максимально скрыть. Ну что? Что скажешь, дорогой? Суп очень-очень вкусный. Котлет. Ты все попробовал? Салат как? Salad. Very tasty. Every day we eat in cafe, cafe. Now home food you make very tasty. Хорошо. А ты, сынок? Сынок, как? Хожу пока суп. Ну, я думаю, что вы заметили, что я иногда люблю в кафе кушать. Это освобождает от готовки, от мытья посуды, ну вообще что-то вкусное, что-то новое попробовать. Но когда это на протяжении стольких дней, уже домашняя еда уже чуть ли не снится начинает. Так, еще смотрите. Наконец-то мы купили манго. Первый раз в этом сезоне. Парам, сколько ты заплатил? 600 рупий, 12 манго. Я уже, видите, шарфик надела, мы просто в гости идем. Куда? Расскажу чуть позже. Ну, так наряднее, как бы я выгляжу. Гламурненько. 600 рупий за 12 манго – это очень дешево. То есть месяц назад примерно их начали продавать. В Мумбаи в 2000 стоило столько. То есть сейчас уже как бы разгар сезона. Ну и я вообще склоняюсь к тому, чтобы покупать фрукты именно сезонные. То есть они и полезнее, и дешевле. Да. Все, Парам переоделся. Артур переоделся. Идем. Возьми подарок. Да, давай. You're not close. Парам, расскажи, пожалуйста, зрителям, почему ты так сильно заорал, когда зашел к нам домой. Many ants coming in kitchen. Вы представляете, Парам первый открывает дверь, а я сзади там что-то снимаю, концовку снимаю, и тут такой крик душераздирающий: Наташа, Наташа, иди сюда. Боже, я думала, что там змеи завелись. Я думала, что змеи завелись или еще что-то еще страшнее. А то, оказывается, муравьев так. Парам испугался или что. В общем, ребята, да, приехали мы, не было нас
сколько дней. Такое впечатление, как будто бы у нас кто-то там жил, действительно, потому что столько пыли. Вот почему-то в Индии такое вот, даже если двери закрыты, окна закрыты, пыль как-то сама собой образуется. Так что я вчера даже не снимала вообще видео, некогда было. Все отдирала, очищала, стирала. 2 раза стирала, несколько заходов постирала, высохла, еще следующий. Ну, в общем, ребята, и отдыха такого бы мне хотелось бы еще полежать, отдохнуть, но некогда. Так, сейчас мы встретились с Нихой и вместе идем куда? Where we going? I going to Yankashindeo. Да, идем к Приянке. Зрители, которые меня смотрят давно, точно знают Приянку, хорошо ее помнят. Она была главной героиней во многих моих сериях. Мы были у нее на свадьбе. В общем, целая история. В общем, а кто не знает, друзья, рассказываю. Кто на меня недавно подписался, значит, мы с ней познакомились здесь, в Матеране. Приянка наша подруга, и мы вместе занимались йогой. Потом она вышла замуж. Все это у меня есть в видео, то есть мы когда познакомились, она была свободная девушка, мы даже еще думали, что она с Бовином, может быть, получится у них какой-то роман, но не получилось. В итоге она вышла замуж по договоренности, поселилась в городе Пуна, и вот недавно у нее родился ребенок. И здесь, в Индии, принято, когда у женщины рождается ребенок, она отправляется в свой отчий дом к своим родителям и может где-то год прожить здесь, вдали от мужа, вдали от родителей мужа. Ну, вот такие вот здесь порядки. Ладно, потом я вам расскажу более подробно, мы просто уже подходим к ее дому. Так, подходим к дому Приянки. К родительскому дому, друзья, к родительскому. То есть это уже ее, не ее дом. Сейчас ее дом, это уже дом, где муж, где родители мужа. Сюда она, можно сказать, приехала на время. Это какая-то родственница. Честно говоря, первый раз вижу эту женщину. Хай, намасте. Но поздороваться надо. Так, вы видите, здесь висят детские вещи, так что явно уже, что здесь живет ребенок. Смотрите, какая удобная сушилка. Это что, прямо детские? Ну, конечно, детские. А что это? Детские вещи. Подгузники? Это, я так понимаю, слюнявчики. Ну, вот это. Кстати, Артур, у тебя тоже было очень много слюнявчиков, потому что у тебя постоянно текли слюни. Я не знаю, у тебя зубки резались. О, вот и Приянка. Так, ну мы вообще договаривались. Ай, да, говорит, ну хорошо, не буду. Ой, смотрите, вот люлька. По-моему, там нет. Артур, будешь вручать, ой, будешь вручать сейчас подарок, который купила Ниха от нас. Она уже месяц назад, наверное, купила. А то Артур заболел, то я заболела. В общем, Приянка уже здесь где-то месяц. So all people say, well, look like Papa. Ну, сейчас посмотрим. Это мальчик или девочка? Девочка. Девочка, девочка. Как зовут? What's name? क्या नाम रखा? Driti. Driti, wow. Дрити, Дрити. What means? खुशी, happy, happy. А, как счастливая. Don't show face, no? Only like this. Отдать? Не отдам. Заберем себе. Ты же ревнуешь? Непонятно еще, на кого похоже. Мне кажется, по таким маленьким сложно понять. Но все говорят, что на папу. Я папу пару раз всего видела, я не очень-то и помню, как он. Пока непонятно. Хорошенькая, 3 месяца. Все, вышли мы из гостей. Очень симпатичная малышка. Но вот что я заметила, интересно, что индианки, даже, ну, как бы вы видели, Приянка не маленькая, она крупнее меня, муж тоже у нее крупнее, чем Парам. И другие тоже наши знакомые, которые рожали детей, все рожают очень маленьких деток. Если Артур у меня был 3700, и то никто не сказал, что это крупный плод, ну, обычный, то здесь дети рождаются примерно 2,5 килограмма. То есть сейчас малышке 3 месяца, а она на вид такая же, как Артур, когда только родился. Мне, знаете, даже как-то было непривычно ее на руках держать.
Но я не привыкла держать таких маленьких, совсем крошечных, как новорожденных. Оно, вот я вам покажу. Видите, ребенок, это мальчик, да? Смотрите, в золотых сережках. Браслеты на руках. И у Приянкиной малышки тоже на руках браслеты, на ногах браслеты серебряные. На руках по 3 браслета на одной руке. В общем, украшения с первых дней носят. И еще что интересно, что отличительно, индийцы своим малышам от сглаза ставят точки. Вот у Друти была точечка на лбу, где-то на щечке, где-то даже на голове, мы потом шапочку сняли, на ладошках, на ступнях. Очень много было черных точек. И плюс еще глазки обведены. Это специальный карандаш. Он еще, ну, кроме того, как от сглаза, еще и как антисептик. То есть от того, ну, чтобы глазки не слезились, чтобы не было никакой инфекции. Вот такие вот дела. Так что никакая плохая энергия не страшна, когда они вот эти все точечки делают. Они не боятся показывать, не боятся давать в руки другим чужим людям своих малышей. Такая вот защита. О, боже, как быстро. Туда-сюда сходили к Приянке, и уже вечер. Уже пора готовить ужин. Хочу Артуру приготовить сырники из панира. Я уже готовила, очень вкусно получается. Творог здесь не продается, я сама не делаю, а панир, ну, как бы не проблема купить. А параму потушу кабачок. Артур такое не ест. Артур не очень любит овощи тушеные. Вкусные, очень вкусные сырники получаются. Я на терке тру. Потом яйцо, мука, чуть-чуть молочка добавлю. Или сливки для жирности. Замесила я тесто, видите, такая вот консистенция не очень густая. Я люблю, чтобы поменьше было муки. Я еще немножечко туда манки добавила, сахар и чуточку соли. Пусть немного настоится, чтобы манка разбухла. А я тем временем еще подготовлю манго вместо варенья. Перетру немножечко с сахарком. Я думаю, хорошо будет сочетаться вместе с сырниками. Видите, в Индии как совершенно нормально, в порядке вещей, когда мама с новорожденным ребенком возвращается к себе домой, к своим родителям и живет вместе со своими родителями неопределенное время, может быть полгода, может быть даже год. То есть все к этому относятся как само собой разумеется. А вот я, когда приехала к себе на родину, я приехала беременная, все решили, что не было никакого мужа, что я залетела и буду скоро рожать ребенка незаконно рожденного. Все на меня косо смотрели, и, конечно, было очень неприятно. Ну, неприятно до слез. Мы с Парамом зарегистрировали брак здесь, в Индии, но я же на родине не буду показывать, правильно, своим знакомым, своим соседям, даже друзьям этот сертификат. А в принципе их тоже, да, можно понять. Это такое распространенное явление, когда девушки где-нибудь за границей знакомятся с парнем, беременеют, потом парень бросает, женщина остается одна вместе с ребенком. Парама никто не знал, никто его не видел, на родину он ко мне не приезжал, ну то есть только с моих слов, а рассказать можно все, что угодно, язык, как говорится, без костей. Ну, кстати, вот можно сказать, что одна из причин, почему я стала вести YouTube-канал, это для того, чтобы люди, все мои знакомые, знали, как я живу здесь, что у меня действительно муж, что у нас нормальная, полноценная семья, заботливый, который любит ребенка. Ну, то есть это была одной из причин. И еще... Ну, то есть это когда я родила Артура, Парам не приехал. Но, опять же, для индийцев это в порядке вещей. Очень часто, то есть я здесь уже проживаю, знаю, слышу такие истории, что женщина до даже, там так же, как и я, в принципе, там в положении приезжает к своим родителям, родители ее заботятся о ней, рожает ребенка она тоже у себя дома. Вот, а муж тем временем зарабатывает деньги, то есть не отвлекается. Вот. И
тоже, когда я родила ребенка у себя на родине, Парам не приехал, не прилетел. Все в тот момент точно уже были уверены в том, что нету никакого мужа. Может, до этого немножко еще кто-то сомневался. Вот, но потом, уже где-то через полгода, Парам стал присылать посылки. Это я его надоумила, просто есть такие законы в Индии, что он тогда не имел возможность мне переслать деньги. Ну и, в принципе, никто бы и не увидел, и никто бы не понял, что это он прислал деньги. Так что, в общем-то, даже посылки это еще лучше. Вот. Ну и когда он присылал посылки несколько раз, я всем показывала, всем рассказывала. Ну, действительно, я как-то аж загордилась своим мужем и, ну, можно сказать, даже хвасталась перед своими друзьями и знакомыми. Чтобы они увидели, что муж нас любит и ждет. Целый год ждал. Потом через год мы уже прилетели с Артурчиком знакомиться с папой. Артур, налетай. Очень аппетитно выглядит. Я думаю, тоже съем парочку. Ну все, мои дорогие зрители, до свидания, до скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.